Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. Говорят, после смерти человек видит свет, слышит ангельское пение и вообще получает хоть какое-то внятное объяснение происходящему. Мне не досталось ни света, ни хора. Мне достался потолок с трещиной, пахнущая сыростью перина и женщина в чепце, которая плакала так громко, будто я была не живая, а дорогой сервиз, который случайно уронили. «Госпожа, вы очнулись!» — всхлипнула она, хватая меня за руку. Рука, между прочим, оказалась не совсем моей. То есть пальцы были на месте, ногти тоже, но сама кисть выглядела слишком тонкой, слишком белой и слишком аристократической для женщины, которая при жизни поднимала мешки с мукой сама, если грузчиков рядом не было. «Во-первых, не орите», — сказала я. «А во-вторых, кто вы?» Женщина охнула. «Это я, Марта, ваша горничная. Вы меня не узнаете?» «Пока нет». Она застыла, моргнула, и в ее глазах появилось то осторожное выражение, с каким обычно смотрят на очень дорогую вазу с трещиной. Вроде и выбросить жалко, и пользоваться страшно. Я села. Мир тут же качнулся, как нетрезвый барон на балу, и меня накрыло чужой памятью. Не красиво, не торжественно, нет. Это было похоже на то, как если бы кто-то открыл в моей голове старый чулан и с верхней полки вывалил туда пыль, сплетни, обрывки фраз, имена и чужие обиды. Замок. Род графов Эверлей. Последняя наследница. Репутация вздорной, бессердечной и подозрительно живучей особы. Недавняя лихорадка. Попытка отравления? Или просто так совпало? Полуразоренное хозяйство, долги, разболтанная прислуга, земли, дающие меньше дохода, чем требуют на содержание. И имя. Меня звали Нина. Это было даже утешительно. Когда тебя швыряют в другой мир, приятно хотя бы не менять имя полностью. «Воды», — сказала я. Марта подала бокал. Я выпила и спросила. «А теперь коротко. Кто хотел моей смерти?» «Госпожа!» «Не надо делать вид, что никто. Если в доме сыро, бедные все плачут, значит, кому-то очень выгодно, чтобы хозяйка недолго мешала». Горничная снова открыла рот, но тут в комнату без стука вошел высокий сухой мужчина. «Рад видеть, что вы пришли в себя, леди Эверлей», — произнес он. «А я пока не решила, рада ли я», — ответила я. «Вы кто?» Он не изменился в лице. У таких людей мышцы, наверное, атрофируются еще в детстве. «Управляющий, господин Вестер». Ну, конечно. В каждом приличном старом замке должен быть хотя бы один человек, который смотрит на хозяев, как на временную неприятность. Тогда скажите, господин Вестер, насколько сильно мы разорены по шкале от «продадим серебро» до «едим обои»? Марта ахнула. Вестер моргнул. Я уже даже начала получать удовольствие. «Полагаю, вам лучше отдохнуть». «Полагаю, мне лучше знать, что происходит в моем доме. Итак...» Он сделал паузу, будто решал, не ударит ли его молния за честность, а потом произнес. «Если без смягчения, миледи, у нас осталось средств на месяц умеренного существования или на 2 недели привычного». «Великолепно. Значит, привычки будем хоронить раньше, чем меня». Я спустила ноги с кровати. Марта взвизгнула, словно я собралась на войну. Что, впрочем, было недалеко от истины. «Где кухня?» — спросила я. «Простите, кухня. Место, где люди обычно готовят еду. Покажите». «Миледи, вам нельзя вставать». «Знаете, что мне по-настоящему нельзя? Умереть второй раз в нищете». И через полчаса я,
завернутая в теплый халат и собственное упрямство, уже стояла на кухне. И если наверху замок выглядел просто печально, то тут он выглядел как оскорбление человеческому разуму. Пол грязный, закрома бедные. Повариха, женщина массивная и недовольная, смотрела на меня с тем видом, с каким мясник смотрит на внезапно ожившую курицу. «Что сегодня на завтрак?» — спросила я. «Овсяный кисель, миледи». Мне подали миску. Я посмотрела на нее, она посмотрела на меня. Между нами сразу возникло глубокое личное отвращение. «Это подают людям?» — уточнила я. «Да, миледи». «За что?» Повариха поджала губы. Я осторожно попробовала ложку и поняла, что смерть, возможно, была не случайностью, а добровольной попыткой организма сбежать от меню. «У нас есть мед?» «Да, 2 крынки. А орехи?» «Немного фундука, чуть миндаля, арахис, мешков 5, но им обычно скот кормят». «Скот?» «Да, миледи». «А люди у вас чем хуже?» Она молчала. Я встала посреди этой жалкой холодной кухни, где на столе лежали мука, мед, орехи, и вдруг почувствовала совершенно неприличное вдохновение. Если этот мир не умеет делать сладости, этот мир мой. «С этого дня, — сказала я, — никто не кормит меня киселем. А теперь несите жаровню, мед, орехи, масло, противни, глубокую миску и давайте мне человека, который умеет молчать и мешать». «Что вы собираетесь готовить?» — спросила Марта. Я улыбнулась. «Будущее». Первый час на кухне прошел так, как проходят все великие начинания. В дыму, криках и чужом неверии. Второй лучше. На 3-м часу я уже командовала так уверенно, словно родилась с половником в руке и клеймом «не спорить» на лбу. «Не жгите мед!» «Нет, орехи сначала сушим, а потом рубим». «Кто так месит?» Повариха, которую звали Агнес, сначала фыркала, потом спорила, потом попробовала теплую ореховую массу с медом, застыла и без всякого достоинства облизала ложку. «Это что?» — выдохнула она. «Это, Агнес, называется шанс не сдохнуть в бедности». К вечеру на столе лежали первые неровные пласты пахлавы, куски халвы и липкий, кривоватый, но уже победный щербет. Марта перекрестилась. Вестер, которого я заставила спуститься и лично продегустировать результат хозяйственной реформы, съел кусочек, потом второй, и, кажется, впервые за последние лет 20 испытал настоящее человеческое чувство. «Это можно продавать», — сказал он. «Можно?» Я подняла бровь. «Это нужно продавать». «Кому?» «Всем, у кого есть зубы и деньги. А если денег нет, значит, будут занимать ради добавки». Он смотрел на меня так, будто пытался понять, я сошла с ума после болезни или, напротив, только теперь выздоровела. Честно говоря, я и сама не знала. Но одно я поняла точно. Если судьба уже отправила меня в дурацкий замок, я не собиралась быть тут бледной жертвой в кружевном чепце. Я собиралась стать стихийным бедствием, сахарным. И, как назло, именно в этот момент, когда я уже мысленно строила кондитерскую империю, снаружи донесся стук копыт. Вестер подошел к окну, посмотрел и сухо сообщил. «Герцог Рейвенхарт». «Кто?» «Ваш сосед. И один из наиболее настойчивых претендентов на вашу руку». «Скажите ему», — произнесла я, «что моя рука в данный момент занята более достойным делом». «Каким, миледи?» Я взяла нож, отрезала кусок пахлавы и сунула в рот. «Спасением нашего финансового положения». Если мужчина приезжает в замок без приглашения,
Это не визит. Это стихийное бедствие в сапогах. Герцог вошел в малую гостиную, как человек, который заранее согласился осчастливить весь дом одним фактом своего существования. На нем был темный дорожный камзол, а на лице выражение уверенного превосходства. На мне было простое домашнее платье, следы муки на рукаве и полное отсутствие желания ему нравиться. Мы сразу оказались в неравных условиях, не в его пользу. «Леди Эверлей», — сказал он, — «рад видеть, что болезнь вас не сломила». «Видите?» — ответила я, — «а некоторые, полагаю, уже мысленно делили мои земли». «Вы все так же остры на язык». После почти смерти особенно тянет ценить простые радости. Он сел, не дожидаясь приглашения. Я отметила это молча. «До меня дошли слухи, что в замке происходят перемены», — сказал герцог. «Да, у нас теперь съедобная еда». «А еще до меня дошли слухи, что вы принимаете решения без совета». Ужасно, правда? Женщина вдруг обнаружила способность мысли. Мир шатается. Я пришел не спорить с вами. Ваше положение хрупкое. Земли на востоке оспариваются, урожай слабый. Вам нужен прочный союз. Если вы так тонко подводите к брачному предложению, то советую сразу перейти к лошадям и землям. Романтическая часть у вас все равно хромает. В этот раз он все-таки усмехнулся. Хорошо. У меня есть табуны и лес, и влияние при дворе, а у вас имя, замок и, очевидно, неожиданная предприимчивость. Вместе это было бы выгодно. Вот так. Ни вы прекрасны, ни я не могу спать без ваших глаз. Ну, хотя бы жалкой попытки притвориться влюбленным. Честный торг. Почти уважаю. А мне что с этого, спросила я. Защита, положение, имя герцогини. И, полагаю, обязанность рожать вам наследников с суровыми подбородками. Он молчал. «Нет», — сказала я. «Вы даже не обдумали». «Неправда. Я обдумывала с той секунды, как вы вошли, и сели без приглашения». «Вы не в том положении, чтобы быть привередливой», — произнес он спокойно. «А вы не в том положении, чтобы говорить мне это в моем доме». Между нами повисла пауза, очень воспитанная, очень холодная. Чтобы не тратить драгоценное утро на голый пафос, я хлопнула в ладоши. «Принесите поднос». Когда слуга поставил перед нами чай и тарелку с нарезанной пахлавой, герцог нахмурился. «Что это?» «Ваше поражение, поданное в сиропе. Пробуйте». «Я не ем сладкого». «Значит, вы просто не ели хорошего». Он явно собирался отказаться, но я смотрела слишком пристально. Наконец он взял кусочек, откусил и на одно короткое мгновение утратил выражение человека, который всегда знает, что делает. Я увидела это и запомнила. «Ну?» — спросила я. «Интересно», — сказал он с таким достоинством, словно не хотел признавать, что чуть не обрезал пальцы. «Интересно? Это когда видишь новую породу овец. А это, ваша светлость, называется восторг». Он съел первый кусочек, потом взял второй. Я победно откинулась в кресле. «Итак», — сказала я, — «предлагаю новый формат отношений. Вы не пытаетесь жениться на мне, а я иногда продаю вам это великолепие по разумно завышенной цене». «Вы всерьез хотите торговать выпечкой?» «Нет, конечно. Я просто устроила драму на кухне из любви к запаху жареных орехов». Он посмотрел на меня внимательно. «Для женщины вашего положения это странное занятие». «Для женщины моего положения странно было бы сидеть сложа руки и ждать, пока меня спасут мужчины, которые даже чай себе наливают с выражением военного подвига». Тут он рассмеялся. Впервые по-настоящему, будто сам от себя не ожидал. «Опасный человек», — подумала я. «Такие, если начинают нравиться, потом очень мешают
здравому смыслу. К счастью, мой здравый смысл отличался живучестью таракана. Когда герцог уехал, увозя с собой коробку пахлавы, исключительно для пробы, я направилась обратно на кухню. Там царил организованный хаос. Агнес командовала помощницами, Марта считала банки. Вестер стоял с таким лицом, будто его заставили признать существование прогресса. «Ну?» – спросила я. «Слух о сладостях уже пошел в деревню», – сообщил он. «Слуги болтливы. За это я их сегодня прощаю. И еще. Приехал купец. Говорит, слышал о новом угощении. Хочет купить на пробу». Я медленно улыбнулась. «О, прекрасный мир! Ты, конечно, грязноват, местами феодален и катастрофически плохо питаешься, но у тебя есть рынок, а значит, мы подружимся. Веди его сюда», — сказала я. Купец оказался пухлым, хитроглазым, пах корицей, вином и деньгами. То есть человеком был перспективным. Он представился Тибальдом Гроссом и поклонился мне ниже, чем требовал этикет. Так кланяются не красоте, а потенциальной прибыли. Мы сели за длинный стол, перед ним поставили халву, пахлаву и ореховые конфеты, которые слепила буквально час назад. Тибальд попробовал все. Потом вытер лоб платком. «Миледи, если позволите, я хотел бы выкупать у вас все поставки в город». «Хотеть не вредно», — сказала я, — «вредно предлагать мало». «Разумеется, но надо понимать, товар новый, спрос не ясен». «Спрос станет ясен через 3 дня, когда ваши покупатели начнут драться за последний кусок». «Вы самоуверены». «Я информирована». Мы торговались 20 минут. Вестер молчал, но, судя по взгляду, где-то в глубине души уже решил перестать считать меня временным помутнением и начать считать стихийным явлением. Купец пыхтел, вздыхал, крутил перстень, пытался давить на объемы, на риски, на неопределенность. Я давила на вкус, уникальность и его жадность. Победила, разумеется, жадность, и мы заключили первую сделку. Когда купец ушел, унося пробную партию и обещание вернуться с наличными, я некоторое время сидела молча. Потом очень медленно произнесла: «Вестер?» «Да, миледи». «Если кто-нибудь еще когда-нибудь скажет мне, что женщинам вредно заниматься хозяйством, я ударю его счетной книгой». «В вашем случае, — сухо ответил он, — это будет смертельно». «Прекрасно». В тот же вечер я завела очень толстую тетрадь. Нашла перо, чернила и начала составлять списки. Сырье, расход, время работы, цены, потери, риски воровства, объемы. Никогда еще чужой средневековый замок не видел такой беспощадной бухгалтерской любви. Я была счастлива. Почти. Потому что внизу, в последней строке расходов, стояло тревожное «сахар». Его было мало, стоил он дорого, а без сахара кондитерская революция быстро превращается в философский кружок бедных оптимистов. Я сидела над тетрадью и думала, когда Марта тихо сказала: «Миледи, к вам еще один гость». «Если это очередной жених, скажи, что я занята с мужчиной посерьезнее». «Это не жених, миледи». «Тогда кто?» «Начальник городской стражи, господин Арден Кроу». «И что ему надо?» «Он сказал, что пришел поговорить о ваших сладостях». Я прищурилась. Люди в форме редко приходят поговорить о сладостях. «Пусть войдет», — сказала я. И почему-то впервые за весь день мне стало по-настоящему интересно. Если бы меня попросили придумать лицо для закона, я бы не справилась лучше, чем природа в случае с Арденом Кроу. Он вошел без шума, без лишнего пафоса. Просто высокий мужчина в темном мундире, с усталым взглядом, прямой спиной и таким спокойствием, которое не обещает ничего хорошего тем, кто любит врать.
Лицо у него было некрасивое в том слащавом смысле. Нет, резкие скулы, темные волосы, чуть заметный шрам у виска. И глаза серые, внимательные. Такие глаза не скользят по человеку, они сортируют. Я немедленно насторожилась. «Господин Кроу», — сказала я, — «вы пришли арестовать меня за покушение на местную кулинарную унылость?» Уголок его рта едва дрогнул. «Пока нет, леди Эверлей». «Тогда присаживайтесь. И раз пока уже прозвучало, не будем делать вид, что вы здесь просто от скуки». «Мне доложили», — начал он, — «что в вашем замке внезапно началась торговая деятельность». «Ужасно, правда? Женщина занялась делом. Вам точно нужен стул покрепче?» «Также мне доложили, что в деревне у двоих мужчин произошла драка из-за последнего куска пахлавы». «Уже? Быстро работает сарафанное радио. Хотя, возможно, дело в сиропе». «Я хотел бы понять, не нарушаете ли вы какие-нибудь городские правила торговли?» «Какие, например?» «Продажа без лицензии, неучтенный ввоз сахара, незаконный найм, создание давки на рынке». «Давка из-за десерта — это, согласитесь, скорее комплимент». «Для вас, возможно, а для меня повод следить, чтобы в переулке никого не зарезали ложкой». Я невольно улыбнулась. Очень хорошо. У него есть чувство юмора, просто оно, видимо, хранится под замком. «Хотите попробовать?» — сказала я. «Я на службе». «Тем более». Я подвинула к нему тарелку. Он посмотрел на пахлаву так, будто подозревал ее в государственной измене. Потом взял один кусок. Я ждала. Он откусил, прожевал и ничего не сказал. Это было уже почти оскорбительно. «Ну?» — не выдержала я. «Опасно», — произнес он. «В каком смысле?» «В том, что теперь я понимаю, почему люди готовы из-за этого драться». Я довольно откинулась на спинку кресла. «Отлично. Значит, по крайней мере, покушение на вкус доказано». Он поставил тарелку. «Вы очень изменились, леди Эверлей». Вот оно. Не поздравляю, с удачной торговлей, не как вы это готовите. Нет, сразу туда, где неприятно. Я переплела пальцы на колени. Болезни вообще действуют на людей освежающе. Обычно после тяжелой болезни люди становятся слабее. А я, как видите, из вредности пошла против традиций. Что именно вас интересует, господин Кроу? Например, почему женщина, которая еще месяц назад почти не выходила из комнаты и по отзывам с трудом отличала счет за дрова от списка гостей, вдруг ведет переговоры как опытный торговец и вводит новые товары, о которых здесь прежде никто не слышал. Вы сейчас делаете мне комплимент или провожаете к костру? Пока только задаю вопросы. Тогда и я задам. Вы всегда так дотошны или только с женщинами, у которой успешный бизнес? Он не смутился. С теми, кто появляется слишком внезапно и слишком успешно, да. Я внутренне выругалась. Мне совершенно не нужно было, чтобы в мою новую жизнь вошел мужчина с мозгами. С красивыми легко, а они быстро спотыкаются о собственное отражение. А умные идут медленно, зато приходят туда, куда не звали. «Хорошо», — сказала я, — «записывайте». После болезни я пересмотрела жизненные ценности. Решила, что быть капризной дурой скучно и невыгодно. Обнаружила кухню, мед и общий кулинарный упадок. Сделала выводы. Еще вопросы есть? Есть. Ну, конечно. Почему ваши слуги утверждают, что вы начали использовать незнакомые слова? Я едва не поперхнулась воздухом. Какие именно? Он вынул из кармана маленький блокнот. Себестоимость, точка сбыта, оптовая партия, контроль качества. Спокойно перечислил он. Для местного дворянского дома это необычный лексикон. Значит, мои слуги не только болтливы,
но и образовательно недокормлены. И еще, вы назвали управляющего живым убытком с ногами. Это, между прочим, было в момент сильного раздражения. Он не обиделся. Он слишком давно служит у знати, чтобы обижаться на правду. На этот раз Кроу действительно улыбнулся. Почти незаметно, но я увидела. Плохой знак. Я люблю смешить умных мужчин. Потом обычно приходится спасаться от последствий. «Скажите прямо», — произнесла я, — «вы считаете, что я не та, за кого себя выдаю?» «Я считаю, что после болезни вы стали другим человеком». «Какое счастье! Прежняя версия, судя по всему, вас не радовала». «Прежняя версия никого особенно не радовала». Я фыркнула. «Тогда можете выдать мне благодарность от города». «Не исключаю, что однажды так и будет». Странная фраза. Слишком мягкая для допроса, но слишком тяжелая для шутки. Мы замолчали. За окном кричали вороны, внизу кто-то носил ящики. Замок жил своей сырой, трудной жизнью. И я вдруг очень отчетливо поняла. Вот оно. Настоящее испытание не герцог, не бедность и даже не сахар. А настоящее испытание — это человек, который уже заметил, что я невозможна. «Допустим, — сказала я, — вы продолжите за мной наблюдать. Что потом?» «Потом зависит от того, что я увижу». «Как туманно. Я начинаю нервничать». «Не похоже». «Это потому, что я благородная женщина. Мне говорили другое». «Хотите честно, господин Кроу?» «Желательно». «Я действительно изменилась. После того, как однажды смотришь в лицо смерти, очень глупо тратить вторую попытку на приличие, беспомощность и плохую кашу. Вот и все». «Иногда вот и все. Это начало самых сложных историй, миледи». «А иногда это просто женщина, которая научилась считать». «Я не недооцениваю женщин». «Прекрасно. Значит, у нас есть шанс не стать врагами». Он надел перчатки и чуть склонил голову. «Это зависит не только от меня». «Обожаю мужчин, которые умеют ободрить». У двери он остановился. «Завтра на рынок выйдет ваша первая большая партия». «Вы уже и это знаете?» «Это моя работа». «Тогда приходите после полудня. Если начнутся массовые беспорядки из-за сладкого, нам пригодится личное присутствие». «А если не начнутся?» «Тогда я угощу вас за счет дома. Но только если перестанете смотреть на меня так, будто я спрятала в корсете государственную тайну». Он посмотрел. Как раз так. «Возможно, вы и спрятали», — сказал он. Дверь закрылась, и я осталась одна. Постояла, выдохнула, потом подошла к столу, взяла кусок пахлавы и съела его без всякого достоинства, прямо пальцами. «Замечательно, Нина», — сказала я. «Не успела толком открыть производство, а на тебя уже завели папочку. Отличное начало новой жизни». Утро моего первого официального торгового триумфа началось с того, что я обнаружила на кухне катастрофу. Не в переносном смысле, в буквальном. Марта стояла у двери с лицом человека, который уже мысленно заказал панихиду. Агнес орала так, что с потолка сыпалась вековая пыль. А посреди этого сладкого апокалипсиса на полу лежал опрокинутый таз с ореховой начинкой. Я посмотрела на таз, на пол, на Агнес, на помощника, который выглядел так, будто сам готов был лечь рядом. «Кто умер?» — спросила я. «Пока никто», — рявкнула Агнес. «Но этот криворукий сын печального осла, если он еще раз уронит начинку, я лично помогу судьбе». «Не надо», — сказала я. «У нее и без нас мерзкий характер». Я присела на корточки, потрогала край таза и тяжело вдохнула. «Это сколько?» «Половина утренней партии», — ответила Агнес. Я прикрыла глаза. Половина. То есть именно та, на которую я уже мысленно
распределила прибыль, закупку сахара, починку крыши и, если совсем честно, новую сковородку. «Ладно», — сказала я. «Во-первых, никто ничего не выбрасывает, пока я не посмотрю. Во-вторых, если хоть один человек сейчас начнет причитать, я заставлю его вручную чистить фундук до зимы. И в-третьих, Агнес, сколько теста готово?» «На 3 больших подноса». «Сироп?» «Почти весь цел». «Отлично. Значит, делаем меньше, но дороже. Премиальная партия. Пусть думает, что так и задумано». Агнес перестала дышать и уставилась на меня. «Дороже? Конечно. Если товара мало, надо не плакать, а создавать ажиотаж. Люди особенно хотят то, чего якобы не хватит всем». «Это нечестно», – пробормотала Марта. «Да, Марта, но это торговля». Я поднялась и хлопнула в ладоши. «Работать! И ради всего сладкого. Уберите у меня с глаз этот вид, будто мы проиграли войну. Мы пока проиграли только таз». К полудню я была на рынке. И если вам кажется, что благородной даме не пристало лично стоять за прилавком, то вы никогда не видели, как благородная дама защищает собственную прибыль. Я надела темно-зеленое платье попроще, убрала волосы повыше и лично следила, как слуги выгружают ящики. Пахлава сияла медовой коркой, халва лежала ровными брусками, ореховые сладости выглядели так, будто даже приличные люди готовы ради них согрешить. Сам рынок был шумным, пестрым и подозрительно живым. Здесь пахло рыбой, пивом, навозом, чесноком и человеческой надеждой продать друг другу то, без чего вчера все отлично обходились. Прекрасное место. Я чувствовала здесь себя почти как дома. «Миледи, вам бы тут не стоять», – пробормотал Вестер, уже заранее страдая за мою репутацию. «Разумеется», — согласилась я, — «мне бы сидеть в башне и ждать, пока мужчины решат, сколько стоит мой ум. Но сегодня у нас выходной от глупостей». Первых покупателей приманил запах, вторых — любопытство, а третьих — вид первых, которые ели с такими лицами, будто узнали о Боге что-то важное. Через 10 минут перед прилавком уже собралась толпа. «Это что, с орехами? А почему так хрустит? А это не лекарство?» «Если это лекарство, я готов болеть каждый день». Я улыбалась так приветливо, как улыбается человек, который уже видит, как его долги медленно превращаются в чужие расходы. «По одному кусочку на пробу», — объявила я. «А потом покупаете, спорите между собой и уносите с собой счастье». «Миледи», — шепнул Вестер, — «вы слишком щедры». «Нет, я инвестирую в зависимость». Толпа росла. Кто-то ахал, кто-то крестился. Одна пожилая женщина попробовала халву, посмотрела на небо и сказала: «Если после смерти нас накормят таким, я не буду бояться». Смех прокатился по рядам. И после этого дело пошло совсем хорошо. А через полчаса я поняла 2 вещи. Первая — мы продадим все. И вторая — мне срочно нужно расширяться. И тут, как водится, в момент триумфа судьба решила подбросить перца в мой мед. «Расступитесь, стража!» Толпа заворчала, но послушно качнулась в стороны. Между людьми прошел Арден Кроу в темном мундире с 2 стражниками позади. Я оперлась ладонями о прилавок. «Господин Кроу», — сказала я, — «надеюсь, вы пришли не конфисковать мое имущество под предлогом общественной опасности?» «Пока я пришел убедиться, что общественная опасность не задавила друг друга у вашего стола». «А, вы из лучших побуждений. Как трогательно!» Он оглядел толпу, ящики, деньги, обертки, лица, уже наполовину липкие от сиропа. Ничего не сказал, просто отметил все. «Все законно?» – спросил он. «До отвратительного. Хотите, покажу записи?» «Хочу». Я достала тетрадь. Кроу посмотрел страницы очень быстро. «Подробно», – заметил он. «Люблю порядок.
Он дешевле хаоса. Вы считаете даже потери на крошках? А вы нет? Я считаю иначе. Вот поэтому вы при мундире, а я при прибыли. Мне показалось, или он снова почти улыбнулся. «Миледи!» — влез в разговор запыхавшийся молодой булочник с соседнего ряда. «Это нечестно!» Я повернулась к нему. «Что именно?» «Вы всех покупателей увели. Кто теперь купит мои лепешки?» Я окинула его товар взглядом. Лепешки выглядели так, будто уже и сами ни на что не надеялись. «Сделайте их лучше», — посоветовала я. «Вы разорите честных людей». «Нет, любезный, честных людей разоряет плохой товар и нежелание шевелиться». Толпа одобрительно загудела. Булочник покраснел, открыл рот для новой жалобы, но Кроу произнес: «Если у вас есть официальная претензия, подайте ее в управу. И если нет, не мешайте торговле». Булочник скис и убрался. Я медленно перевела взгляд на Кроу. «Вы меня сейчас защитили?» «Я защитил рынок от бессмысленного шума». «Какая трагедия! А я уже собиралась проникнуться». Он вернул мне тетрадь. «У вас кончатся запасы через час». «Через 40 минут. Если вы и дальше будете стоять здесь с таким лицом. Люди начинают думать, что продается что-то незаконно привлекательное». «А разве нет?» «Незаконно привлекательна здесь только моя выдержка». Он хотел что-то ответить, но в этот момент в дальнем конце площади началась обычная человеческая глупость. Двое мужчин сцепились у края прилавка. Один вопил, что он стоял раньше, другой, что его жене срочно нужно именно 4 куска пахлавы, иначе рухнет вся его семейная жизнь. «О, — сказала я, — началось». Кроу даже не повысил голос. «Разнять». Стражники шагнули вперед, а я тем временем поднялась на деревянный ящик. «Господа!» — крикнула я. «Если вы собираетесь убивать друг друга из-за моего товара, то хотя бы сначала оплатите покупку». Толпа захохотала. «А теперь слушайте. Всем хватит, если вы перестанете вести себя, как оголодавшие гуси. А если не хватит, завтра привезем вдвое больше. Я не собираюсь ограничивать счастье узким кругом особо нервных». Это сработало. Люди зашумели уже веселее. Когда последняя коробка ушла с прилавка, я стояла среди пустых ящиков и гудящего счастья. Вестер пересчитывал выручку. Марта сияла. Агнес, приехавшая посмотреть на этот балаган, уже говорила о том, что нужно увеличить печи и нанять еще 2 девушек. Я смотрела на пустой стол и чувствовала почти неприличное удовольствие. «Поздравляю», — произнес Кроу у меня за спиной. «С чем? С тем, что я только что вызвала коллективную зависимость? С тем, что вы умеете превращать хаос в систему». «Это комплимент?» «Считайте, как хотите». Опасная формулировка. Обычно после нее женщины начинают додумывать лишнее. А вы? А я начинаю подозревать подвох. Он кивнул на опустевший прилавок. «Увидимся вечером. Мне все еще нужно задать вам несколько вопросов». «Господин Кроу, неужели вы не можете хотя бы сутки побыть очарованным покупателем, прежде чем снова станете моим личным наказанием?» «Не могу, миледи». «Жаль. Из вас получился бы очень молчаливый поклонник». «Из меня вообще плохой поклонник». «Откуда такая уверенность?» «Профессиональный опыт». И он ушел. А я осталась стоять среди пустых лотков и собственного растущего любопытства, которое, как я давно знала, обычно заканчивается либо романом, либо проблемами. А с моим везением одновременно. Если герцог Рейвенхарт был похож на зимний лес, красивый, опасный и немного самодовольный, то лорд Сайрус Вальмер напоминал дорогой флакон духов. Снаружи блестит, а внутри слишком концентрированная претензия.
Он прибыл на следующий день после рыночного триумфа, как и полагается человеку, чья самовлюбленность требует своевременных выходов на сцену. Его экипаж сверкал лаком. Лакеи были похожи на хорошо воспитанных цапель, а сам лорд сошел на ступени так плавно, будто землю ему подавали отдельно. Высокий, гибкий, в безупречно сидящем светлом камзоле, с темными волосами и глазами того невозможного синего оттенка, который обычно прилагается либо к поэтам, либо к мошенникам. «Леди Эверлей», — произнес он, склоняясь над моей рукой, — «вы расцвели». «Благодарю», — сказала я. «Болезни, рынок и угроза банкротства удивительно бодрят». Он улыбнулся. Тренированной улыбкой человека, привыкшего, что на этом месте женщины слегка теряют способность к связной речи. Мне стало даже неловко его разочаровывать. «До меня дошли слухи о вашем восхитительном предприятии», — продолжил он, «и я не смог отказать себе в удовольствии увидеть чудо своими глазами». Мы прошли в зимнюю гостиную. Я специально велела подавать не в парадную. Я хотела посмотреть, как лорд Мак будет выглядеть на фоне обычных стен, теплого чая и тарелки с медовым печеньем. Выглядел он, надо признать, по-прежнему дорого. Раздражающе. «Я слышал, вы сами придумали эти сладости», — сказал он, взяв кусочек пахлавы. «Если бы не сама, я бы сейчас спала, а не зарабатывала». Он откусил, прикрыл глаза и выдал: «Это преступление против равнодушия». «Простите?» «Ваш десерт. После него невозможно оставаться прежним». «Удивительно. И вы так разговариваете каждый день?» «Только когда вижу нечто достойное вдохновения». «Тяжело вам должно быть. Вдохновение наверняка устает раньше окружающих». Вестер, стоявший у окна, едва заметно кашлянул. Сайрус ничуть не смутился. «А о вас ходят легенды». «Надеюсь, преимущественно прибыльные?» «В одной из них говорится, что вы прогнали герцога с брачным предложением». «Не прогнала. Просто направила его чувства в более реалистичное русло». «А я, признаться, не осуждаю женщин, выбирающих независимость». «Неужели?» «Разумеется. Истинный союз должен строиться не на принуждении, а на восхищении и родстве душ». «Как удобно, особенно для мужчины, который хочет жениться, и не выглядеть при этом как мужчина, который хочет жениться». Он рассмеялся. «Вы беспощадны». «Нет, я просто умею слушать, когда мне лгут шелком». «Хорошо», — сказал он, — «обойдемся без шелка. Я действительно пришел не только из-за сладостей». «Надо же, как неожиданно! У вас талант, у меня возможности. Я знаком с людьми, которые способны доставить лучшие пряности, редкий тростниковый сахар, ткани, посуду, даже мастеров с Южных островов. Я мог бы помочь вам превратить это начинание во что-то куда большее». «А вот это уже было интересно. И что вы хотите взамен?» — спросила я. «Для начала право быть рядом». «Чудесная формулировка». «А если честнее, я хочу, чтобы вы позволили мне ухаживать за вами». Я отпила чай, поставила чашку и посмотрела на него самым добрым взглядом, на который была способна. «Лорд Вальмер, вы очень красивы, очень учтивы, и, подозреваю, привыкли считать это полноценной стратегией. Но мой дом не благотворительное учреждение для мужского самолюбия». «А если я скажу, что вижу в вас не только выгодную партию?» «Тогда я спрошу, сколько раз вы репетировали эту фразу по дороге?» «Вы делаете задачу почти невозможной». «Умные мужчины любят сложные задачи, а остальные идут к более глупым женщинам». Он поставил чашку и неожиданно щелкнул пальцами. На кончике его указательного пальца вспыхнул голубой огонек.
Крохотный, чистый, красивый. Он поплыл по воздуху, рассыпаясь искрами. И над столом вдруг сложился в мерцающий цветок из света. Я посмотрела на магический цветок, потом на Сайруса. Это должно было меня впечатлить? Обычно впечатляет. Понимаю, но я бы предпочла караван с сахаром. Впервые с начала разговора он по-настоящему растерялся. Совсем чуть-чуть. И это было божественно. «Вы необычная женщина», — медленно произнес он. «Мне уже говорили. И, как ни странно, каждый раз это звучит почти как донос». Он погасил чары и снова собрался в свой привычный блестящий образ. «Я все же надеюсь, что вы позволите мне быть полезным». «Полезным – да, навязчивым – нет. Поэтическим – по ситуации. А если я сочиню для вас оду? Тогда я подниму цену на поставки». И тут он рассмеялся уже без позы. Кажется, впервые. Удивительно, под слоем лака и цитат обнаружился живой человек. Не сказать, что это сразу сделало его безопасным, но хотя бы повысило рыночную стоимость общения. Мы проговорили еще почти час. Он действительно знал многое о торговле пряностями, южных портах и магических способах охлаждать комнаты для хранения лакомств. Я слушала, задавала вопросы, мысленно сортировала. Это годится, это опасно, это слишком красиво, чтобы быть правдой. Когда он уехал, оставив после себя запах дорогих духов и обещание прислать образцы южного сахара, я спустилась на кухню, где Агнеса уже ждала меня с лицом человека, жаждущего сплетен, но вынужденного прикрывать их технологическим интересом. «Ну?» – спросила она. «Что «ну»? Он красивый». «Да, богатый. Вероятно. И маг. Несомненно. И если он еще раз попытается ухаживать за мной стихами, я засуну ему рифму туда, где даже магия не поможет». Агнес расхохоталась. «Миледи, ну вы же леди!» Именно поэтому я выражаюсь образно. Я подошла к столу, взяла нож и стала резать новую партию орехового теста. Работа всегда помогала думать. Сайрус был полезен. Слишком, чтобы отмахнуться. И опасен. И слишком гладок, чтобы доверять. И хуже всего он, похоже, не просто играл. По крайней мере, не целиком. А вот это уже неудобно. Когда мужчина полностью притворяется, его легко оценить по убыткам. А когда он наполовину искренен, начинаются расходы другого рода. «Миледи!» — окликнул меня Вестер. «К вам снова, господин Кроу». «Что, уже? Он что, поселился у ворот?» Он сказал, вопрос срочный. Я вытерла руки и пошла в кабинет, где обнаружила Кроу в том редком состоянии, когда его невозмутимость была чуть тронута раздражением. Это мне сразу понравилось. «Зачем вы пришли?» – спросила я. Он положил на стол сложенный лист. «Сегодня ночью на складе задержали 2 контрабандистов. Среди прочего у них нашли сахар. Много. И список возможных покупателей. И? Вашего имени там нет». «Тогда почему вы смотрите на меня так?» «Потому что один из задержанных утверждает, что ему обещали выгодную сделку с дамой из старого замка, которая внезапно начала скупать сладкое сырье». Я села. Ну, конечно. Как только в жизни появляются деньги, следом приходят мужчины, завистники и контрабанда. «Я не покупала у контрабандистов», — сказала я. «Я знаю». «Откуда такая трогательная вера?» «Потому что вы ведете учет слишком тщательно». «Но кто-то мог использовать ваше имя или рассчитывать, что вы заинтересуетесь». «Возможно. Но не соглашусь. Мне еще только тюрьмы не хватало». «Я бы не хотел видеть вас в тюрьме». «Это сейчас была забота?» «Это была констатация». «Какая досада. А я уже хотела насладиться».
Будьте осторожны, леди Эверлей. Чем успешнее вы становитесь, тем больше людей захотят воспользоваться вашим именем. Или вами. Мое имя я еще как-нибудь отобью. А за или вами спасибо отдельно, это бодрит. Я серьезно. Господин Кроу. Он уходил, но обернулся. Если однажды вы все-таки решите говорить со мной не как с подозрительной экономической аномалией, а как с женщиной, предупредите заранее. Боюсь, миледи, ваша выдержка пострадает раньше моей. И он вышел. А я осталась сидеть, глядя на закрытую дверь и чувствуя, как где-то внутри моя благоразумная часть личности медленно стучит головой о стену. Потому что именно такие мужчины опаснее всего. Те, которые ничего не говорят и все же каким-то образом умудряются ответить. Утро началось подозрительно хорошо. А если жизнь чему-то меня и научила, так это тому, что подозрительно хорошее утро следует немедленно допросить пристрастие. Солнце светило в окно слишком мирно, Марта принесла чай, не разбив ни одной чашки, на кухне ничего не горело, никто не плакал, не просил у меня денег в долг, не предлагал руку и сердце. Даже Вестер за завтраком выглядел так, будто смирился с моим существованием и теперь рассматривает его как долгосрочное экономическое явление. То есть все было как-то неестественно. «Миледи», — сказала Марта, — «вы так странно смотрите на булочку». «Я жду, пока она первой признается». «В чем?» «В заговоре». Она вздохнула. За последние недели Марта уже привыкла к тому, что я говорю вещи, после которых человеку остается либо смеяться, либо делать вид, что так и надо. «Сегодня привезут сахар из северной лавки», — напомнил Вестер. «И плотник обещал начать перестройку кладовой». «Если плотник не пьян и сахар не украли, я объявлю этот день местным праздником». «Я бы не спешил», — сухо сказал он. Я как раз собиралась спуститься в кухню, когда с лестницы донесся звук, который не предвещал ничего хорошего. Через секунду в столовую влетела Агнес. «Миледи!» «Так», — сказала я. «Кто умер?» «Пока никто». «Значит, все поправимо». «В кладовке вся мука и орехи и сироп. Кто-то туда пробрался ночью». Я не побежала. Я просто пошла быстро. Все остальные за мной. Кладовая встретила нас таким зрелищем, что я на миг даже остановилась. На полу белела рассыпанная мука, в одном углу валялись распоротые мешки с орехами, по доскам тянулась липкая лужа сиропа. А главное, в воздухе висел тот отчетливый запах пакости, который ни с чем не перепутаешь. Кто-то плеснул в запасы соленую воду. Не яд. Просто достаточно, чтобы испортить товар. «Умно! Ах ты дрянь!» — сказала я тихо. Все посмотрели на меня. Никто даже не уточнил, к кому обращение. Было очевидно, к неизвестному негодяю. Я подошла ближе, присела, провела пальцами по сырой муке, понюхала. «Соленая!» — сказала я. «Кто-то нарочно все залил!» — мрачно кивнула Агнеса. «Я заметила. Замки на двери целы», — вставил Вестер. «Значит, либо свой, либо человек с ключом». Я выпрямилась. Пересчитать все. Отдельно, что можно спасти, что выбросить, что высушить, что годится только на корм скоту. И если кто-нибудь начнет причитать, я лично запру его в этой кладовой. Марта поджала губы. «Миледи, это ужасно!» «Нет, Марта, ужасно было бы, если бы я не умела злиться с пользой». «Сегодняшнюю партию отменяем?» — спросила Агнес. «Ни в коем случае. Ну, на чем мы будем работать?» «Из того, что осталось неприкосновенным. А если не хватит, придумаем другой ассортимент. Медовые орехи в глазури, тонкие лепешки с сиропом, обжаренный миндаль. Никаких отмен. Если мы сейчас исчезнем с рынка, весь город решит, что нас можно толкнуть локтем, и мы развалимся».
Вестер кивнул. «Правильно». Тут из коридора донесся знакомый голос. «Я не уверен». Я обернулась. Арден Кроу стоял в дверях. С ним были двое стражников. «Господин Кроу», — сказала я, — «вы, надеюсь, не прятались ночью в бочке?» «Нет, мне сообщили о взломе». «Как трогательно. Городская стража и впрямь умеет двигаться быстро, если в деле замешаны слабости». Он не ответил на подколку и прошел внутрь. Осмотрел дверь, пол, мешки, сироп, следы ботинок в муке. Присел, коснулся липкой полосы на досках, понюхал пальцы. «Соленая вода», — сказал он. «Вы поразительно догадливы. А вы раздражены сильнее обычного. Меня, знаете ли, бодрит не все подряд». Кроу встал и кивнул одному из стражников. «Осмотреть окна, проверить двор и черный ход». «Прекрасно», — сказала я. «Теперь мои слуги будут думать, что я держу в замке не производство, а государственную тайну. Судя по ажиотажу вокруг ваших поставок, разница постепенно стирается». «Вы шутите?» «Немного». Пока стражники копались вокруг, я заметила в рассыпанной муке цепочку почти стертых следов. Не грубые сапоги, уже хорошо. Человек шел аккуратно, старался ступать вдоль стены. «Смотрите», — сказала я. «Вижу», — тихо сказал Кроу. «Небольшой размер, легкий шаг. Женщина или юноша?» «Или мужчина, который не привык таскать мешки». Из дальнего угла подал голос стражник. «Господин Кроу, окно не тронуто, но на подоконнике воск». Кроу подошел, взял маленький ломкий кусочек, потер пальцами. «Свеча из дорогого воска, не кухонная». «И что дальше?» — спросила я. «Дальше я поговорю со слугами. Только без запугивания моих людей». Стража опрашивала слуг почти час, а я тем временем стояла в кухне и лично пересобирала план дня. В такие моменты во мне просыпалась моя лучшая часть, та, которая не ноет, не страдает, а просто берет лист и пишет, кого куда поставить, что на что заменить и где добыть то, чего не хватает. К полудню мы знали следующее. Половина муки испорчена, треть орехов годится после переборки, сироп потерян почти весь, зато мед, масло и часть сахара уцелели. Следовательно, думала я, надо не проигрывать, надо менять правила игры. «Вестер», — сказала я, — «сегодня на рынок не везем обычный товар». «А что везем?» «Особый ограниченный выпуск. Маленькие медовые пирожные с ореховой крошкой. Дорого, красиво, с намеком, что достанется не всем». «Вы чудовище», — уважительно сказал он. «Спасибо». Кроу вошел, когда я уже закончила распределять задачи. «Один из младших лакеев пропал рано утром», — сообщил он. «Какой?» «Юркий, светловолосый. Служил у вас 3 месяца. Зовут Лин». Я помнила его. Слишком вежливый, слишком бесшумный. «Значит, это он?» «Возможно», — ответил Кроу. «Или его просто убрали после дела». «Прекрасно. Люблю, когда в расследовании сразу появляется мрачная глубина. Я разошлю людей по тракту и рынку». «Разошлите. И если найдете, сначала ко мне». «Зачем?» «Хочу посмотреть в глаза человеку, который решил воевать со мной мукой». «Боюсь, вы захотите не только смотреть». «Это зависит от его ответов и моего настроения». Кроу явно хотел сказать, что это плохая идея. Но я буквально видела, как эта мысль проходит у него по лицу. Ищет выход и натыкается на понимание, что меня уже поздно перевоспитывать. «Миледи», — сказал он наконец, — «постарайтесь не объявлять личную войну каждому, кто вас заденет». «Почему?» «Иногда это очень дисциплинирует окружающих». «Именно поэтому я и прошу». Я промолчала, он вышел, а я вдруг поймала себя на том, что мой гнев настоящий, горячий, уже не жжет так слепо, как утром, потому что рядом появился человек, который воспринимал случившееся не как женскую истерику из-за сладостей,
а как удар по делу, по труду, по порядку. Это было ужасно приятно. То есть ужасно, потому что приятно. А это уже подозрительно. К вечеру ограниченная партия ушла с рынка быстрее обычного. Люди еще сильнее захотели то, чего было мало. Город загудел, что графиня начала выпускать праздничные редкости, и я не стала никого разубеждать. Но, возвращаясь в замок, я думала уже не о продажах. Кто-то не просто позавидовал, кто-то проверял меня на прочность. И очень скоро я собиралась объяснить этому кому-то, что проверять женщину, которая уже однажды умерла и теперь считает муку стратегическим активом, затея нездоровая. Через 2 дня после диверсии мне пришло письмо с городской печатью. Городской совет устраивал прием в честь приезда королевского ревизора по торговым делам. И поскольку мое кондитерское безумие уже успело стать темой для разговоров, меня приглашали, а если переводить с языка вежливости на язык реальности, почти требовали явиться. «Прекрасно», — сказала я, дочитав письмо. «Значит, мне официально разрешат есть десерт в обществе людей, которые до сих пор считают корицу подозрительной роскошью». «Вам нужно пойти», — заметил Вестер. «Я знаю, это меня и раздражает. Если не пойдете, решат, что вам есть что скрывать. А если пойду, решат, что я слишком довольна собой». «Вы и так слишком довольны собой». «Спасибо за поддержку, Вестер. Ваш дар ободрения поистине отвратителен». Подготовка к приему превратила замок в улей. Марта металась с платьями, Агнес ворчала, что мне надо есть, а не жить на чае и злости. Вестер подбирал цифры и документы, которые я хотела захватить с собой. Платье в итоге выбрали темное, винного оттенка. Никакой воздушной невинности. «Вы прекрасны, миледи», — шепнула Марта. «Надеюсь, это будет их последняя приятная мысль перед разговором». Здание городской ратуши вечером сияло огнями так, словно хотело скрыть за свечами собственную скуку. Музыка играла в меру прилично, знать шуршала шелками. Стоило мне войти, как разговоры слегка изменили тон. Не смолкли, но стали чуть тише и более направленными. Я чувствовала взгляды. «Вот она, та самая. Говорят, совсем изменилась. Говорят, зарабатывает на пирожных больше, чем некоторые на земле. Говорят, не в своем уме». «Леди Эверлей», — раздался знакомый голос. Я обернулась и увидела герцога Рейвенхарта, безупречный, как обвинительный приговор. На нем был темный парадный костюм, волосы убраны назад. Герцог предложил мне руку, чтобы проводить в зал, и я на секунду задумалась. Отказаться, дать повод для лишнего толкования, принять, позволить ползти слухом с новой скоростью. В итоге я взяла его под локоть. Если уж становиться темой сплетен, то хотя бы в хорошем освещении. «Вас все ждут», — сказал он. «Меня в последнее время везде ждут. Подозреваю, у этого мира ко мне нездоровый интерес». «Вы сами его подогреваете». «Как сироп». «Именно». В центре зала я почти сразу увидела причину сегодняшнего собрания – королевского ревизора. Господин Лорен Фаэль оказался мужчиной лет 50, сухим, ухоженным, с лицом человека, который любит порядок ровно до тех пор, пока тот не мешает его личным договоренностям. Вокруг него уже кружили городские сановники. И чуть поодаль у колонны стоял Арден Кроу. Разумеется. Темный мундир, руки за спиной. Не гость, необходимость. Такие мужчины не растворяются на празднике. Они на нем как шрам на фарфоре. Я мгновенно разозлилась на себя за эту мысль. Кроу скользнул по мне взглядом. Слишком коротким, слишком точным. Герцог едва заметно это уловил.
Полагаю, глава стражи сегодня тоже не случайно близко к вам. Если вы пытаетесь ревновать с достоинством, получается терпимо. Я не ревную. Конечно, вы просто инвентаризируете конкурентов. Он хотел что-то ответить, но к нам уже спешил городской наместник. Розовый, потный и любезный, как подслащенный уксус. «Леди Эверлей, какое удовольствие! Весь город только и говорит о вашем таланте!» «Как мило! Обычно весь город говорит о ценах, болезнях и чужих любовниках. Приятно расширить их словарь». Наместник нервно хохотнул и повел меня к ревизору. Формальные слова, поклоны, обмен любезностями, все как всегда. «Вы произвели здесь настоящий шум, леди Эверлей», — сказал ревизор. «Простите, в следующий раз буду разоряться тише». «Мне нравится ваше остроумие, но еще больше мне нравятся цифры». «Тогда мы, возможно, поладим». «Говорят, ваши сладости необычны». «Говорят правду». «Надеюсь, вы позволите попробовать». «Если мне позволят сначала убедиться, что вы не считаете корицу колдовством». Ревизор усмехнулся. Все вокруг тоже послушно усмехнулись, будто он только что сказал что-то остроумное сам. Стадное поведение в шелках выглядит особенно жалко. Прием шел своим чередом. Музыка, разговоры, подносы с вином. Мне приходилось улыбаться чаще, чем я любила, и это уже само по себе можно считать жертвой ради дела. А потом начались настоящие мелкие пакости. Сначала ко мне подплыла баронесса Эльна. «Дорогая графиня», — сказала она, — «все так восхищены вашей предприимчивостью. Это должно быть так утомительно самой заниматься торговыми мелочами». «Напротив», — ответила я, — «утомительно как раз сидеть без дела и стареть в сплетнях». Она моргнула. После третьей похожей беседы я уже почти наслаждалась собой. Светское общество хорошо тем, что чем вежливее они стараются тебя уколоть, тем красивее можно ответить. Но самое неприятное ждало позже. В малом зале, где подавали вина и легкие закуски, я услышала собственное имя, произнесенное слишком тихо для случайного разговора. Говорили двое мужчин. Один голос принадлежал наместнику, второй ревизору. «Слишком быстро поднялась», — бормотал наместник. «И люди к ней тянутся». «Это можно использовать», — ответил Файль. «Либо обложить отдельным сбором, либо привязать к короне через поставки. Она упряма. Упрямство хорошо ломается нужной проверкой». Я не шевельнулась, а потом услышала третьего. «Или плохо, если проверка окажется не по адресу». Арден Кроу. Я осторожно заглянула в щель. Он стоял в дверях напротив, совершенно спокойный, и только глаза у него были холоднее стекла. Наместник натянул улыбку. «Господин Кроу, мы лишь обсуждаем торговые перспективы». «В таком случае обсуждайте тише. У стен тут слишком хороший слух». Файль прищурился. «Вы, кажется, принимаете местные новшества слишком близко к сердцу. Я принимаю близко к службе попытки давить на тех, кто действует в рамках закона». Какая удивительная вещь. Меня, кажется, защищали. И с каждым разом мне это нравилось все больше, что само по себе говорило о моем недостаточно строгом внутреннем воспитании. Я отступила прежде, чем меня заметили. Не хватало еще выйти оттуда, как театральная героиня, заламывающая руки от подслушанной правды. Нет уж, я предпочитала более зрелые формы мщения. Например, холодную беседу при десерте. Через полчаса я сама подошла к ревизору. «Господин Файль», — сказала я, — «мне передали, что вы любите цифры». «Верно. Тогда, думаю, вам будет приятно узнать, что мои доходы за последние недели выросли быстрее, чем городские сборы с ярмарки за прошлый сезон. Неужели вас не вдохновляет такая перспективная налоговая база?» «Вы говорите смело.
Я говорю как человек, которому есть что показать. Если вам нужны отчеты, приезжайте в замок. Я покажу книги, склады и печи. Заодно угощу тем самым товаром, о котором вы уже успели составить мнение до дегустации. Ревизор оживился. Любопытно, вы не боитесь проверок? Я боюсь только плохих поставок сахара и скучных мужчин, а проверку я переживу. Утро после бала началось не с кофе. Увы, мир все еще не дорос до кофе, а с мрачной решимости. Я проснулась лицом человека, которому ночью мешали спать мысли, ревизоры и один особенно невыносимый мужчина. То есть с лицом достойным и опасным. Марта, едва увидев меня, без лишних слов поставила на стол чай, булочку и отступила на безопасное расстояние. Умная женщина. «Сегодня», — сказала я, намазывая мед так, будто это был боевой ритуал, «если хоть один человек произнесет при мне слово «проверка» с довольным видом, я пошлю его чистить орехи до старости». «Миледи», — осторожно вставила Марта, «господин Вестер просил передать, что гости прибудут к полудню». «Конечно, пускай прибывают». К полудню замок выглядел так, словно мы готовились не к инспекции, а к торжественному визиту судьбы. Полы вымыли, медные котлы натерли. Даже северный коридор, который обычно пах старым камнем и сыростью, сегодня пах чистотой. На кухне царило нервное оживление. Агнес командовала как полководец перед сражением. Девушки раскатывали тесто, мальчишки таскали ящики с орехами. «Миледи», — пробормотала Агнес, пока я проверяла тонкость слоя теста. «А если они придерутся?» «Тогда я отвечу им так вежливо, что у них начнет болеть гордость. А если не поможет?» «Тогда поможет Вестер с книгами, Кроу с мундиром и мой характер». «Последний особенно». С этим нельзя было спорить. Когда во двор въехал экипаж, я уже стояла в передней. Первым вышел наместник, влажный, гладкий, отвратительно любезный. За ним господин Файль, сухой, собранный и явно настроенный не столько на дегустацию, сколько на охоту. И только третьим я увидела Ардена Кроу. Он шел чуть позади, как всегда слишком спокойный для человека, рядом с которым у меня всякий раз начинало шалить самоуважение. Его взгляд встретился с моим всего на секунду. Но этого хватило, чтобы я поняла. Я не отдам вас этим людям. И разозлилась на себя. Плохой знак. «Леди Эверлей», — произнес Файль, склоняя голову. «Благодарю за приглашение». «Не стоит. Я решила, если уж меня собираются изучать, пусть хотя бы делают это на сытый желудок». Наместник нервно хохотнул. «Надеюсь, вы не обидитесь, если проверка будет подробной». «Надеюсь, вы не обидитесь, если и моя гостеприимность будет такой же». Я повела их сначала через кладовые. Мешки муки, тщательно пересчитанные, орехи по сортам, сахар отдельно под замком. Вестер шел рядом со стопкой книг, как священник с писанием. Файль задавал вопросы. Объем закупки, потери за месяц, рост дохода, сколько работников занято, кто ведет книги. «Я», — отвечала я, — «лично? Представьте себе, пальцы у меня не только для колец». Когда мы вошли на кухню, Файль остановился. Запах свежей пахлавы, поджаренных орехов, масла и меда накрыл его как хороший аргумент. Агнес с таким выражением лица переложила на поднос первую партию, будто вручала доказательства моей правоты лично судьбе. «Вот здесь, — сказала я, — совершается главное преступление против местной скуки». Файль подошел ближе. Девушки вытянулись. Один из поварят от волнения чуть не уронил ковш. «Тонко раскатано», — заметил ревизор. «Я же говорила, мы работаем не грубо, а дорого. И все рецепты ваши?» «Некоторые мои.
Некоторые — результат того, что мир не должен всю жизнь питаться уныло. Смелое заявление. Я велела подать дегустационный стол прямо там. Пахлава, халва, медовые пирожные, засахаренные лепестки, тягучий щербет. Наместник потянулся первым, но я с таким невидным видом предложила сначала ревизору, что ему пришлось убрать руку. Фаэль попробовал пахлаву, пожевал, снова взял кусок. «Впечатляет», — признал он. «Обычно с этого и начинаются все мои проблемы», — сказала я. Он не ответил сразу, поставил тарелку, прошелся взглядом по людям, по печам. «Допустим, я признаю, что ваше дело ведется грамотно. Но тогда остается вопрос, почему вы? Почему вдруг? Ваша семья прежде не занималась ничем подобным». «Моя семья прежде совершала множество ошибок. Я решила не продолжать традицию». Фаэль сузил глаза. «Люди не меняются так быстро, леди Эверлей». «Некоторые — да, особенно после болезни, разорения и необходимостью выбирать между действием и глупостью. И все же...» Вот он, тот самый момент. Уже не про налоги, про меня. Я почувствовала, как в комнате становится тише. «Вы хотите спросить, почему я стала другой?» Почему? Я посмотрела ему в лицо. Потом на Марту, на Вестера, на Кроу. И поняла, сейчас решается не только проверка. Сейчас меня пробуют на излом. «Потому что однажды я едва не умерла», — ответила я спокойно. «И когда человек смотрит на собственную смерть с близкого расстояния, он либо возвращается прежним идиотом, либо начинает ценить время. Я выбрала второе». Тишина повисла плотная, как сироп. Фаэль изучал меня слишком долго. Наместник потел, а потом Кроу произнес из-за его плеча. «И, как показывает практика, город от этого только выиграл». Я не повернула головы, но внутри что-то дрогнуло, теплое, нелепое и совсем не к месту. Фаэль отступил на шаг. «Что ж», — сказал он, — «осмотр убедителен. Однако я хотел бы взглянуть на ваши записи еще и вечером, более подробно». «Разумеется», — сказала я, — «Вестер подготовит кабинет». Я говорила спокойно, даже любезно, но в ту самую секунду уже знала. Вечер будет дрянной, потому что когда мужчина вроде Фаэля говорит более подробно, это почти никогда не значит просто цифры. Он уехал только к закату, пообещав вернуться через 2 часа для заключительной части. Я стояла в кабинете у окна и смотрела, как во дворе меняют лошадей, когда дверь за спиной тихо закрылась. «Вы солгали ему», — сказал Кроу. «Какая неожиданность! А я-то думала, вы зайдете похвалить мою сервировку». «Вы солгали красиво, но все равно солгали». «А вы пришли арестовать меня за художественную подачу биографии?» «Нет. Я пришел сказать, что в следующий раз, когда вас будут пытаться прижать таким вопросом, не стойте одна». «Простите?» Вы слышали. «Господин Кроу, вы поразительно странно понимаете границы службы». Возможно. «А если я привыкла стоять одна?» Тогда отвыкайте». Невыносимый человек. Я уже открыла рот, чтобы сказать какую-нибудь язвительность, но снаружи внезапно раздался женский вскрик. Мы оба повернулись к двери одновременно. И в тот момент я поняла, неприятности решили не ждать вечера. Вскрик донесся со стороны кухни. Я сорвалась с места первой, за мной Кроу. По коридору мы почти и бежали. На кухне царил такой хаос, что даже у меня на секунду потемнело в глазах. Марта прижимала ладонь к рту, одна из девушек-помощниц рыдала, а на полу у дальней полки лежал перевернутый стул и россыпь пергаментных листов. Мой сундук с записями был открыт. Тот самый небольшой дубовый сундук, куда я складывала рабочие записи, расчеты и, главное, тетрадь с технологией сиропов, теста и пропорциями начинки.
на первый взгляд. А на самом деле там лежала не совсем та тетрадь, которую искали. Потому что после диверсии я стала не только злой, но и предусмотрительной. «Что случилось?» — спросил Кроу. «Кто-то был здесь», — выдохнула Агнес. «Я вышла в кладовую на минутку, а когда вернулась, окно открыто, сундук вскрытый». «Что пропало?» — спросил Кроу. Я подняла голову. Записи с рецептами. У Марты вырвался тихий стон. Кроу опустился на корточки у окна, осмотрел раму, подоконник, пол. «Свежий след», — сказал он. «Один человек. Залез быстро, вышел так же. Знал, куда идет». «Прекрасно», — ответила я. «Значит, у нас не просто завистники, а организованные любители чужого труда». Он встал. «Я перекрою ворота». «Перекрывайте. А вы останетесь здесь». «Нет». «Да». «Господин Кроу». «Нина». Он сказал это впервые так, без миледи, без служебной сухости. Я застыла. Он тоже, кажется, понял, что сделал, но отступать не стал. «Останьтесь здесь, пожалуйста». И вот это его «пожалуйста» было хуже любого приказа, потому что просьбы я воспринимала гораздо опаснее. «У вас полчаса», — сказала я. «Потом я иду искать сама». Он кивнул и ушел. Я осталась на кухне посреди чужого испуга и собственного бешенства. Но под бешенством глубже уже шевелилась другая мысль. Они лезли не в деньги, не в серебро, в рецепты. Значит, кто-то действительно собирался не просто навредить, а забрать мой труд, превратить его в чужую выгоду и, возможно, лишить меня единственного щита, который пока делал меня слишком полезной, чтобы быстро раздавить. «Миледи», — прошептала Марта, — «что теперь будет?» «Теперь, Марта», — сказала я, — «кто-то очень пожалеет, что умеет читать». Агнес уставилась на меня. «Вы не расстроены?» «Расстроена, но, к счастью, я еще и злопамятна». «То есть?» «То есть в сундуке лежала не настоящая тетрадь?» Агнес выдохнула. «Ух ты ж!» «Именно», — сказала я. «А настоящая где?» «Там, где нормальный человек искать не станет». «Миледи, вы подложили фальшивку!» «После того, как мне залили муку соленой водой, разумеется. Я, может, и попаданка в чужой мир, но не фаршированная репой дура». Они, разумеется, не поняли половину слов, зато интонацию оценили. И в этот момент дверь распахнулась. Кроу вернулся быстро. Слишком быстро для хороших новостей. «Мы нашли вашего лакея». «Живого?» «Да, и крайне глупого». «Отлично». «Его поймали у задней стены сада. Он пытался передать тетрадь человеку в сером плаще. Второй ушел». «Тетрадь у вас?» Он поднял руку. В его пальцах была моя поддельная книга. Я выдохнула. Какая жалость! Они украли только грамотную оформленную ложь. Кроу посмотрел на меня внимательно. «Вы подменили записи?» «Да». «И не сказали мне?» «А разве вы спрашивали, Нина, не храните ли вы у себя на кухне фальшивую приманку для воров?» «Нет». «Какое упущение?» «Вы сознательно использовали это как ловушку?» «Да». «И снова подставили себя под удар?» «Господин Кроу, если я начну предупреждать всех о своих умных решениях, они немедленно перестанут быть умными». «Это не игра». «А я, по-вашему, играю?» Тишина. Густая, тяжелая. А потом я вдруг поняла, что злюсь не только на воров, ревизора и судьбу. Я злюсь на него. За то, что он имеет наглость смотреть на меня, как на человека, которого можно потерять. Потому что эта мысль слишком глубоко влезла мне под кожу. «Вы хотите знать правду?» — спросила я. «Хорошо. Тогда слушайте». Я подошла к столу, уперлась ладонями в дерево. Я не могу позволить себе роскошь быть хрупкой. Не могу. Если меня выбьют из дела, мне конец. Настоящий. Меня сожрут. Женихи, чиновники, завистники, этот ваш наместник, ревизор, весь их благородный крысятник.
Да, я ставлю ловушки. Да, я не предупреждаю. Да, я делаю то, что должна. Он слушал, не моргая. «Потому что я здесь одна», — закончила я. «И кроме меня самой у меня никого нет». И это было правдой. Почти. Кроу подошел вплотную. Слишком близко для службы. «Неправда», — сказал он. «Не говорите того, чего не сможете выдержать. Попробуйте проверить». Проклятый человек. Мы стояли так близко, что я видела усталость у его глаз. Едва заметную царапину у виска. Видела, что он зол. Видела, что сдерживается. Видела то, чего совсем не хотела видеть. Ему не все равно. «Арден», — сказала я, и сама испугалась собственного голоса. Он медленно выдохнул. «Кто настоящий заказчик?» — спросил он уже иначе. Я закрыла глаза на секунду, возвращая себе мозги. Наместник слишком суетился. Ревизор слишком интересуется не торговлей, а мной. Пропавший лакей появился как раз после диверсии. И еще. Что? Сайрус предупреждал, что в столице уже собирают слухи. Значит, кто-то хотел либо украсть рецепты и ослабить меня, либо использовать эту кражу как повод обвинить в незаконной торговле, срыве поставок, чем угодно. Лакей заговорит. Я открыла рот, и в этот момент в дверях возник Вестер. «Миледи», — сказал он, — «прошу прощения, но господин Файль вернулся, и он требует немедленно видеть вас». «Великолепно», — сказала я. «Значит, переходим ко второй части цирка». Кроу взял поддельную тетрадь. «Ничего ему не говорите про подмену». «Я что, похожа на человека, который разбрасывается козырями?» «Иногда да». «Как грубо». «Как справедливо». «Ладно, пошли посмотрим, что хочет этот человек с лицом хорошо оплаченного недоверия». Файль ждал в кабинете. Не один. Рядом с ним стоял наместник. Уже не просто потный, а откровенно напряженный. На столе лежали мои книги, возле окна стояли стражники, а сам ревизор выглядел так, будто наконец решил снять вежливую маску и перейти к той части разговора, ради которой, собственно, и приехал. «Леди Эверлей, возникли новые обстоятельства». «Какое совпадение», — сказала я. «У меня тоже». Файль положил ладонь на стол. «До меня дошли сведения, что ваши поставки основаны на недобросовестной закупке сырья и использовании непроверенных технологий. Кроме того, звучат жалобы от местных торговцев на нечестную конкуренцию». «Плохо готовят? Пусть жалуются на себя. Я серьезен». «Я тоже». Наместник встрял. «Леди Эверлей, будет разумнее, если вы добровольно передадите производство под внешний надзор до завершения полной проверки». «Простите», — сказала я, — «вы сейчас предложили мне вежливо отдать вам мое дело?» «Временно», — уточнил наместник. Ну тогда, конечно. Если добавить слово «временно», грабеж становится почти приличной сделкой». Файль сузил глаза. «Не советую ерничать. Ваше положение не так устойчиво, как вам кажется». «А я не советую лезть в мою кухню чужими руками». Он достал сложенный лист. «У меня есть свидетель». Кроу не двинулся, но я почувствовала, как изменился воздух. «Какой?» – спросила я. «Ваш лакей. Он признался, что действовал по указанию людей, связанных с вашим домом, и что рецепты должны были быть переданы для проверки на происхождение». Я едва не расхохоталась. «Происхождение рецептов? Какая чушь!» «Вы не понимаете серьезности ситуации», – процедил наместник. «Нет, это вы не понимаете одной вещи. Если бы я вела дело так нечисто, как вам хочется, вы бы сейчас не смогли стоять здесь с такими важными лицами, потому что я бы уже купила половину ваших счетов, вторую сожгла, а третью заставила бы вас съесть». Наместник побагровел. Файль поднял руку, останавливая его. «Достаточно.
Я требую немедленного доступа ко всем вашим личным записям и до завершения проверки прекращения торговли». «Нет», — сказала я. «Это не просьба». «А у меня несогласие». И тогда Кроу заговорил. «На каком основании?» Файль медленно повернулся к нему. «На основании распоряжения королевской канцелярии. Покажите». Он протянул лист. Кроу взял его, развернул, прочел. И впервые за все время я увидела в его лице не просто холод, а почти презрение. «Подделка», — сказал он. Наместник дернулся. Файл остался неподвижен. «Вы обвиняете меня?» «Я констатирую. Печать оттиснута старым штампом, которым канцелярия не пользуется уже 2 года. Формула обращения неверна и подпись скопирована». Я уставилась на него. «Откуда вы...» «Это моя работа», — сказал он. Файл побледнел. Наместник открыл рот, но Кроу уже сделал шаг вперед. «Кроме того, лакей дал другое признание. При 2 свидетелях. Его наняли люди наместника. Цель — устроить диверсию, затем украсть записи, затем использовать их как повод для вмешательства в торговлю и передачи доходного дела под контроль». «Вы не смеете», — начал наместник. «Смею», — ответил Кроу, — «и даже очень вовремя». Он кивнул стражникам. Те двинулись сразу. Наместник закричал что-то о превышении полномочий. Файл попытался сохранить достоинство, но в наручниках достоинство обычно выглядит беднее. Я стояла у стола и чувствовала странную пустоту, как после внезапного удара молнии. Все произошло слишком быстро. Настолько, что мой мозг запоздало догонял только одну мысль. Меня только что не просто не сдали. Меня защитили. Окончательно. Публично. Когда стража увела наместника и ревизора, в кабинете остались только мы с Кроу и Вестер, который стоял у двери. «Я распоряжусь, чтобы город знал правду уже к вечеру», — сказал он. «Распорядитесь», — ответила я. «И еще велите, чтобы никто не трогал моей печи. Сегодня я намерена испечь что-нибудь из чистого злорадства». Вестер кивнул и вышел. Дверь закрылась. И вот тогда стало по-настоящему тихо. Я медленно повернулась к Кроу. «Вы, похоже, не шутили». «Насчет чего?» «Насчет того, что не отдадите меня этим людям». «Нет». Я сделала шаг к нему, потом еще один. Сейчас, думала я, нужно сказать что-нибудь умное, взрослое, красивое. Например, «благодарю, вы спасли мое дело» или «я у вас в долгу». Но вместо этого я произнесла совсем другое. «Вы ужасно мешаете мне быть одинокой». И только потом я поняла, что сказала. Уголок его рта дрогнул. «Это жалоба?» «Это констатация». «Какая сухая версия признания?» «Не наглейте». «Поздно». «Арден». «Да». «Если вы сейчас скажете что-нибудь слишком правильное, я вас возненавижу». «А если ничего не скажу?» «Тогда будет еще хуже». «Хорошо», — сказал он, — «тогда без правильных слов». И поцеловал меня. Без спешки, без красивой театральности. Просто так, будто мы оба уже слишком долго стояли на краю и, наконец, перестали делать вид, что это просто удобное место для беседы. Сердце, этот предательский орган, решило забыть дисциплину. Когда мы отстранились, я некоторое время просто дышала. Это было служебное нарушение. «Вероятно». Серьезное. «Согласен». И что теперь? «Теперь вы, наконец, перестанете делать вид, что у вас никого нет». Вот после этого я чуть снова не поцеловала его из чистого упрямства. Но дверь, к счастью, не открылась, никто не вбежал с криками, и мир дал нам целых несколько секунд тишины. Потом я отступила на шаг и сказала: «Не воображайте лишнего.
Это не значит, что я стану мягкой, покладистой и начну спрашивать разрешения, прежде чем кого-нибудь победить. Не дай бог. И уж точно не брошу дело ради чувств. Я бы вас первым делом арестовал за такую глупость. А вы мне нравитесь больше, когда целуетесь, чем когда угрожаете. Это можно совместить. Опасный ответ. Я предупреждал. Да, предупреждал. И, как назло, снова оказался прав. Через месяц город уже говорил о другом. Не о странной графине, не о проверке, а о том, что дом Эверлей получил официальное разрешение на торговлю и поставки ко двору в качестве независимого производства. Герцог Рейвенхард, к моему немалому удовольствию, признал поражение с почти благородным видом и даже прислал строителей для расширения кухни в знак уважения к редкому упрямству. Сайрус Вальмер привез обещанный южный сахар и на прощание сказал, что всегда предпочитал проигрывать достойным женщинам, а не скучным. Я ответила, что это, пожалуй, самая разумная его привычка. А потом я открыла первую городскую кондитерскую. Небольшую, светлую, с витриной. На вывеске золотом вывели «Сладости графини Эверлей». Я стояла в дверях в день открытия, смотрела на очередь и думала, что судьба, конечно, сволочь изобретательная, но вкус у нее все-таки есть. Кроу зашел ближе к вечеру, без мундира. Это уже само по себе стоило отдельной дегустации. Оглядел зал, витрину, кассу и меня. «Ну, — спросила я, — готовы признать, что я гений?» Почти. «Уходите». Он усмехнулся и подошел к прилавку. Мне коробку пахлавы. «За деньги?» Разумеется. Я упаковала коробку нарочито медленно. И еще, — сказал он, — сегодня вечером вы свободны? Зависит от формулировки. Прогулка. Без ревизоров и без слежки. Я подумала, посмотрела на него, на очередь за спиной. «Возможно, — сказала я, — но учтите, если вы опять начнете молчать слишком выразительно, я заставлю вас таскать мешки с орехами». Согласен. И не надейтесь, что я когда-нибудь стану удобной. Именно поэтому я и пришел. Вот после таких фраз женщины обычно делают глупости. Например, улыбаются на людях. Я, разумеется, не улыбнулась, только сказала: «Идите уже, у меня революция». Он взял коробку, наклонился и произнес так, чтобы слышала только я. Знаю, и она удивительно вам к лицу. После чего он ушел, а я осталась стоять за прилавком среди медового запаха, звона монет и собственного нового, слегка неприличного счастья. Домой я так и не вернулась. Но, честно говоря, впервые в жизни это перестало звучать как потеря. Потому что у меня был замок, было дело, была моя кухня, моя война, моя сладкая империя и мой человек с невозможным характером и слишком хорошей выдержкой. И если судьба снова решит, что мне живется слишком спокойно, что ж, у меня теперь есть печь, рецепты и половник потяжелее. Пусть только попробует. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!